Начну сегодня с негатива, надеюсь, вы досмотрите обзор. Дальше будет хорошо, а пока в часах NFC оплаты нет, Wi-Fi нет защиты от потери, нельзя подключить нагрудный датчик, нельзя устанавливать программы, нельзя вставлять симку. Только две темы: операционная система Light OS, в которую ничего не добавить. Always on Display будет убивать вас ночью, просто его не отключить. Ассистента не вызвать, отвечать на сообщения нельзя, отвечать на уведомления от мессенджеров нельзя. С iOS-систем скидывать музыку на часы нет возможности, только с Android. Bluetooth версии 5.1 это легкий бред. У кого есть телефон с его поддержкой? Huawei Mate 30 Pro? Все? Или еще какие-то я забыл? Расстояние в 150 метров между телефоном и часами это круто, но даже у Huawei P20 Pro, который тоже не последний телефон, 24 между часами и телефоном это предел. Весит с ремешком 72 грамма, и это бездушно много. Минимум watchface'ов, и при этом циферблаты не кастомизируются. Цена выше $220, урезанные функции при работе с iOS-системами. И я надеюсь, вы еще со мной. Tube 372, всем привет, вы на канале Польза.нет, и здесь только быстрые и емкие обзоры, а еще долгие стримы. Стрим с распаковкой этих часов у меня уже был на канале. Кому интересно, сравнение с третьими стратосами можете посмотреть. А дошел я до того, что потратил 15 тысяч кровных рублей на эту приблуду, так как обещал делать обзоры на товары топовых производителей. Как только у меня появится 100 тысяч подписчиков. 100 тысяч появилось, и я начал их делать. Хотя радости от этого, как вы уже понимаете, у меня пока мало. Не особо приятно тратить средства на девайс, у которого добрая половина цены обусловлена его брендом. И кто не подписан, подписываемся. На канале практически еженедельно проходят розыгрыши. Условия всегда в описании к видео, там все просто. Начнем. Упаковка у часов топовая, сказать нечего. На это Huawei и гигант. Я покупал версию RST, и информация на пакинге у меня была на русском языке. Здесь единственное замечание в габаритах. Смысла в такой огромной коробке просто нет. Она в 2 раза больше, чем у Xiaomi-шных часов Stratos 3, хотя на картон, учитывая цены у Huawei, денег, конечно же, намного больше. Распаковали. Все просто. Магнитная зарядка, притом беленькая и составная. Вроде все правильно и круто, но часы темные, зарядка белая. Комплект, ремешок, часы, зарядка и документация. Дальше алгоритм прост. Грузите на телефон программу Huawei Здоровье, подключаете часы, обновляете прошивку, и пока это происходит, радуйтесь дисплею. Он здесь в 1,39 дюйма AMOLED с разрешением 454 на 454 точки. Сенсорный экран поддерживает жесты скольжением и касанием. Две плохие вещи замечаешь сразу. Экран утоплен под стеклом, более чем заметно, безель стекло не скрывает. Привет царапинам в первую же неделю. Из хорошего лагов практически нет, отличный отклик, пиксели совсем не видны. И яркость лютая. Официальной информации найти не удалось, но судя по форумам, возможно около 1000 нит. Видно экран под любым углом и на самом ярком солнце. Плотность картинки 326 ppi, и это меньше, чем у Amazfit GTS, но тоже неплохо. Доступно 13 разных циферблатов, все не особо крутые, лично по мне выбрать нечего. Есть функция заставки экрана а-ля Always on Display для постоянного отображения времени. Она глубоко в настройках, ее неудобно включать и выключать. Никакого быстрого доступа к ней нет, спать в таком очень сомнительное удовольствие. По отзывам практически все отключают Always on Display как раз по этой причине. Вы уже поняли, что есть два вида размера часов: 42 и 46 мм. Я купил на 46 мм. И это не от того, что я хотел большие, просто у них больше автономность. Официальный срок службы батареи 14 дней для обычного использования. Реально у меня при полном использовании они прожили 9 суток без подзарядки. Внутри следующие датчики: датчик давления, акселерометр, гиродатчик, геомагнитный датчик, оптический датчик частоты сердечных сокращений, чтобы считать ваш пульс, датчик освещения, датчик давления воздуха. Вывод отсюда прост: грибки при плавании считают, пульс измеряют, компас в наличии. Особо интересен в этих часах Bluetooth версии 5.1, и он позволяет держать связь на расстоянии до 150 метров от телефона. Только таких телефонов нет ни у меня, ни у моих знакомых. С Huawei P20 Pro часы держат связь на расстоянии 24 метра. Покупайте Mate 30 Pro, будет вам в идеале 150 метров, но я не тестировал. Вы можете спросить, для чего это вообще нужно? Отвечу: в часах есть динамик и микрофон для громкой связи. Особенно актуально это в машине, использовать часы как громкую связь, но там 150 метров нет. Для обычных звонков смысла в этом 0. Симку в них не вставить, номеров можно занести только 10. Отвечать на сообщения как на голосовые, так и на обычные с них нельзя. Сторонние программы не установить. Операционная система, как я говорил, Light OS.
iOS, и этим все сказано. Не лагают, да и ладно. GPS в наличии, но там, где MSFit находил у меня спутники за 11 секунд, Huawei GT2 тратил 48. Грибки у меня часы считали и на суше при взмахах рук, но это практически у всех подобных часов. Да и вообще освещать спортивные функции на часах, которым даже нагрудный датчик пульса не подключить, просто глупо. Любой спортсмен знает, начнете потеть, никакой датчик на запястье адекватные данные по пульсу вам не даст. Вы уже сами успели увидеть, что есть в программе в самих часах. По моему мнению, здесь еще нужно выделить яркий фонарик, подсветка яркая, фонарик от нее соответственно тоже. Слежение за сном, время, качество сна, фазы, часы считают адекватно, но спать в них неудобно. 72 грамма с ремешком — это тот вес, к которому привыкнуть может только очень крепкий мужчина. Я при своих 78 килограммах веса, несмотря на жизнь, насыщенную спортом и физическим трудом, считаю эти часы удобными, но слишком тяжелыми. Для примера, MSFit Stratos 3 версии вместе с ремешком весит 59 грамм и не ощущается лично на моей руке вообще. К этим часам привыкнуть я не смог. На активацию экрана поворотом руки реагируют хорошо, из 10 раз 9 стабильно срабатывают. Динамик играет громко, чисто и качественно, но ужасно непривычно, что нельзя через кабель закидывать музыку прямо на часы, а делать это можно только с программы на телефоне. Для музыки отведено 1,7 гигабайта памяти, ползать в интернете, смотреть фильмы, устанавливать мессенджеры, повторяю, на эти часы нельзя. В наличии звуковое сопровождение ваших спортивных занятий, при том, как я знаю, многих это сильно раздражает. И есть также свободное подключение любых Bluetooth наушников, чтобы вы могли проигрывать музыку не только с динамика часов, но и с наушников. Расплачиваться часами нельзя, отслеживания беговых лыж нет, да и вообще спортивные функции, я повторяю еще раз, точно не про них. Все, что у них есть, можно свести к функциям Mi Band 4 серии за 1600 рублей. Есть бесполезная функция оценки стресса и не менее бесполезная медитация при помощи дыхания. Притом вы сами настраиваете под себя данные, а не часы подстраивают под вас, как, допустим, в тех же Apple Watch. Отсутствует поддержка Wi-Fi, нет взаимодействия с уведомлениями, отсутствует возможность экспорта данных о тренировках в приложении наподобие Стравы. Вообще, по-моему, во все приложения нельзя, кроме как Huawei Здоровье. Навигации нет, то есть возврат к исходной точке или чтение любых карт у них отсутствует. В часах есть активность, плавание в открытой воде и плавание в бассейне. Воды часы, соответственно, не боятся, 5 атмосфер им нипочем. Стоимость от $220 по ссылке в описании, притом больше всего умиляют отзывы купивших. Почти все безумно рады покупке. Резюмирую просто, часы, по моему мнению, своих денег не стоят. Для этой цены, по моему мнению, они даже выглядят слишком просто, но опять же это все субъективщина. Меня больше всего бесит в них бесполезные отметки до 24 на самом безеле. Вообще никакого смысла они не имеют. Металл с пластиком, который очень похож внешне на тот, что используют Lemfo в часах до 3000 рублей. И, конечно же, я не понял, откуда они взяли цену. За 7500 рублей я бы, наверное, пел им дифирамбы. За 10 сказал бы, что они неплохие. Но 15 — это просто аттракцион невиданной щедрости со стороны покупателей. Не забывайте ставить лайки и подписываться. Даже не думал, что Huawei делает такие странные часы. Мне очень нравятся их телефоны. Пишите, что еще купить на обзор, но лучше что-нибудь поприличнее. Девайс сюда или нет, Польза.нет даст ответ. Добра и удачи вам, дорогие друзья.